Всем привет, с вами Гнект, и это первая часть по созданию фан-игры про Соника в Construct 2 или в Construct 3 на фреймворке Cosmic Framework Reboot. Я надеюсь, что те люди, которые собрались сделать фан-игру про Соника в Construct 2 или в Construct 3, перейдут с Cosmic Framework Plus на Cosmic Framework Reboot, так как Cosmic Framework Reboot лучше, чем Cosmic Framework Plus. В этой части я расскажу про основу создания уровня. Но для начала нам надо создать лайаут для тестового уровня. Если вы думаете, что мы будем создавать так же, как и в Cosmic Framework Plus уровень, то нет, потому что, я не знаю почему, но некоторые вещи перестают работать. Для этого мы нажимаем по этому лайауту правой кнопкой мыши и нажимаем Duplicate, то есть копируем. Вы его можете назвать как хотите, если вы случайно нажали и хотите переименовать, то нажимаете Rename. Не удалить. Вот, Rename. Все, и вы можете переименовать. Но из-за того, что мы создали копию этого лайаута, то они привязаны к одному event sheet. Вот если мы нажмем Edit Event Sheet, то открывается ES Cosmic Engine. Если мы нажмем сюда, то открывается тоже ES Cosmic Engine. И это делать немного неудобным создание отдельных уровней, но я потом расскажу, как можно сделать так, чтобы игра определяла, какой сейчас лайаут запущен. И давайте мы сначала очистим полностью уровень. Тут открыто 4 слоя, их достаточно для того, чтобы очистить. Вот мы оставляем только вот этого персонажа. Это получается объект, за который будет цепляться спрайт Соника и будет уже проигрываться анимация. Его мы не удаляем. Удалить это все легко, в принципе. Можете вот так вот еще выделять. И тогда вообще все быстро будет. Все, мы очистили тут. Теперь нам надо делать так, что, я, наверное, в своей фан-игре, когда буду ее делать, я не буду, наверное, уменьшать размер уровня, но я думаю, для туториала я уменьшу с 16 тысяч до 2500 на 1000, потому что уровень слишком большой. Все. Спрайт Соника мы немного повыше перетащим. И также мы скопируем этот барьер. Так. Я его случайно перетащил на тот слой, на котором он не должен быть. Ну все. Теперь давайте создадим землю, по которой будет, или платформы, на которой будет ходить Соник уже. Для этого мы закроем все слои, кроме слоя Solid Tiles. Тут есть все объекты, которые именно для этого слоя. Вот эти вот для спиралей. И вот эти, двигающиеся платформы, на которые можно запрыгивать платформы. Давайте сейчас создам платформу. И рекомендую вам сразу, сделать кое-что. Если вы хотите увеличивать, то можете нажимать Ctrl+. Если хотите уменьшить увеличение, то нажимайте Ctrl-. Я рекомендую вам сразу сделать сетку. И тут сделать ее 16 на 16. Для удобства. Чтобы уровни были более ровными. И не было таких перекосов, которые могут препятствовать движению Соника. Давайте я вот так вот расширю до конца уровня. Все. Теперь получается сохраняем и запускаем. И вот мы ходим по платформе, но как вы можете заметить, тут есть тачпад для телефонов. Если вы собираетесь делать фан-игру только на ПК, то вам этот тачпад не нужен. Вы можете, получается, сделать так. Сделать это свой видимым и удалить это все. Если вы хотите делать фан-игру для телефонов, то вам надо будет их сделать невидимыми. Простым способом, как это делается, вот когда вы нажимаете, сейчас открою свой. Когда вы нажимаете на объект и делаете invisible, то это будет не работать именно в этом фреймворке. Для этого надо будет кое-что еще сделать, так как здесь есть ивент, который делает все это видимым. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Мы сделали его невидимым, но он видимый. Теперь что мы сделаем? Теперь давайте сделаем луп. Или спираль. Для этого тут есть объекты. Специально для этого. И давайте мы сейчас возьмем вот этот вот объект.
Потом возьмем еще красный объект. Это обязательно надо сделать, чтобы, когда мы пробегали, переключалась твердость у этого и у этого. Когда мы забегаем отсюда, то твердый этот. Когда мы уже выбегаем, то этот не твердый, а этот твердым становится. Также мы возьмем вот твердые объекты, которые никак не будут терять свою твердость. Затем делаем вот так вот. И вот так вот. Ну, это тут немного выглядит странно так. И я немного не понял, почему так. А я, кажется, понял. Потому что здесь я вот так вот немного... Если вы случайно нажимаете 2 раза, то у вас откроется редактор. Вы его можете, в принципе, спокойно закрыть. Дальше теперь что мы сделаем? Берем вот этот вот объект, копируем, вставляем. Если вы не знаете, как копировать и вставлять, то это Ctrl-C, Ctrl-V. Хотя, мне кажется, все это должны знать. Потом делаем вот так вот. А затем уже берем вот эти твердые платформы. И расставляем их. Вот так вот сделаем. Потом делаем вот так вот. Ой, я случайно отменил действие. Все. Ну, сейчас спираль не будет работать, так как мы просто будем вырезаться в этот объект. Для того, чтобы спираль работала, тут есть еще вот эти вот объекты. И они находятся на слое player. Сразу рекомендую этот объект, потому что он находится в слое твердых объектов, ну или тайлов, перенести его в player. Все. Теперь у нас тут есть все объекты. Сразу объясню, вы можете здесь увидеть два вот этих переключателя. Если вы, получается, заходите с красного и выходите с синего, то тогда используйте вот этот вот. Если вы, наоборот, заходите сначала с красного, а потом выходите с синего, хотя... Не-не-не, наоборот. Если вы заходите с синего и выходите с красного, то тогда используйте этот. Ну, так как я сделал так, чтобы мы заходили с красного, то мы сначала берем вот этот вот объект. Вставляем. Эти объекты будут невидимыми, и поэтому их видно не будет. За это можете не переживать. Затем копируем и вставляем вот этот вот объект. И затем берем переключатель. Все. Теперь сохраняем и запускаем. Теперь спираль должна работать как надо. Сейчас мы это проверим. Да, спираль работает как надо. Теперь, если вы хотите поменять название уровня, потому что здесь он называется Cosmic Engine, например, я хочу поменять на другое название. Для этого мы открываем вроде бы вот этот слой, да, мы его делаем видимым, затем нажимаем на вот этот вот. Сразу скажу, название вы можете сделать только английским здесь. Затем вы здесь стираете, я, допустим, назову Green Hill. Название вы должны писать большими буквами. Почему я Green Hill называю? Потому что я буду делать тестовый уровень на основе Green Hill. Также, если вы, типа, видите, что здесь много поставил пространства, вы можете здесь, типа, коллизию уменьшить. Может быть, это меньше лагов будет вызывать. Но я не знаю. И теперь, если мы запустим уровень, то вместо Cosmic Engine будет Green Hill. Вот. А не, все, я понял. Лучше отменить. Я понял, в чем проблема будет, если мы так уменьшим. Да, вот теперь все нормально. Теперь, что мы сделаем? Давайте мы тут, наверное, уменьшим немного эту платформу, для того, чтобы мы могли, как сказать, сделать емкость для воды. Сразу, если вы собираетесь воду сделать, я рекомендую вам сделать отдельный слой для воды и переименовать его в L-Water. Так вам будет намного удобней.
Затем открывайте свой плеер и вот воду перетаскивайте со своего плеера на свой ватер. Все. С водой я не могу теперь взаимодействовать, потому что вода теперь в этом своя. Сразу, если вы хотите сделать воду, у вас есть два способа. Так, я немного далеко ушел. Вы можете просто вот так расставлять воду. Но либо вы можете делать ее в отдельных участках. Но я, наверное, расставлю воду на весь уровень. Сразу рекомендую, если вы будете делать воду, делать сетку 8 на 8 для удобства. Все. И вот так вот перетаскиваем. И так делаем до конца уровня. Но так как уровень короткий, мы это быстро сделаем. Все. Теперь мы добавляем вот этот вот tile background. И просто его увеличиваем. Мы его делаем вот так вот, чтобы вот эта вот вода, как сказать, анимированный объект воды, он просто прикасался с tile бэкграундом воды. То есть с самой водой. И вот так мы растягиваем до конца уровня. Все. Вода готова. Можем теперь закрыть слой воды а также восстановить сетку с 8 на 8 на 16 на 16. Теперь давайте сделаем емкость. Так, я случайно этот твердый объект переместил на свой ватер. Мы его перемещаем сюда. Так, затем сделаю вот так вот. Так, с Ctrl-C, Ctrl-V. Все. И давайте, чтобы мы могли из воды выбраться, я, пожалуй, добавлю объект, на который можно будет запрыгивать. Кстати, еще так скажу, под водой прыжок намного выше, чем не под водой. Ну, то есть снаружи. Снаружи вы сможете прыгнуть только... Сейчас покажу. Вот. Где-то на такую высоту вы сможете прыгнуть. А вот под водой вы сможете прыгнуть на более высокую высоту. Давайте я сделаю вот так вот. Надеюсь, мне этого хватит. Хотя что-то мне подсказывает, что этого мне не хватит, поэтому я тут еще сделаю вот так вот. И давайте я еще сюда добавлю. Для того, чтобы вы убедить... Ну, это я не запрыгну. Давайте, типа, для того, чтобы я точно показал, что запрыгнуть нельзя будет просто так. На вот это вот. Все, давайте сохраним. Так, вот мы дошли. Сюда мы спокойно можем запрыгнуть, а вот сюда уже нет. И для того, чтобы теперь нам сюда запрыгнуть, нам надо аж сюда запрыгнуть. Давайте теперь дойдем к воде. Вы там уже можете увидеть воду. Все. Вот теперь видите, мы снаружи не могли запрыгнуть на этот объект, а вот здесь мы спокойно запрыгиваем. Ну да, нам бы не хватило бы силы прыжка, чтобы запрыгнуть сюда. Теперь давайте сделаем, добавим объекты еще, наверное. Допустим, добавим пружину. Давайте добавим желтую пружину. Разместить. Так, я случайно не в тот слой закинул. Вот сюда поставим пружину. И теперь мы сможем запрыгнуть сюда. И давайте сюда еще мониторов каких-нибудь поставим. Например, давайте поставим монитор с огненным щитом. Монитор со жизнью. И несколько мониторов с кольцами поставим. Все. Мы можем еще сделать так, чтобы ровно было. Надеюсь, мне этой пружины хватит, чтобы я мог сюда запрыгнуть. Давайте также добавим
батников. Но для этого у них есть отдельный слой. И еще так скажу. Ну, один тут батник только есть. Так сразу скажу. Если батник врезается в твердый объект, то он разворачивается. И для того, чтобы он разворачивался именно в определенном месте, я это покажу, как сделать в следующих частях туториала. Давайте мы еще добавим кольца, которые можно будет собирать. Вот именно вы добавляете вот это вот просто ринг, а не ринг-лосс. Ринг-лосс — это те кольца, которые из вас выпадают. Мы копируем. И давайте разместим сюда. Все. И давайте мы еще добавим... Так, я как понял, я переместил вот эти кольца на слой с батниками. Если вы переместили случайно не на тот слой, вы просто открываете слой, вы берете объект, который вам надо перенести на другой слой, и просто делаете вот так вот. Все, и вы перенесли объект на другой слой. И давайте добавим табличку конца уровня, и может быть добавим еще шипы. Давайте мы сюда шипы добавим, все. И как видите, батник нас убить может, если у нас колец нет. Давайте я, пожалуй, его уничтожу. Кстати, вот, в прошлом фреймворке батников не было. Из-за этого батников было немного сложно добавлять. Но так как здесь есть уже в этом фреймворке, космос фреймворке будет уже один батник, то остальных батников будет намного легче. Но если вы смотрели тестовые уровни, которые я делал, точнее тестовые уровни, которые я потом улучшал, я добавил туда батника чоппера, ну или рыбу, которая прыгает возле моста. И там он был тоже как батник. Так, давайте монитор разрушим. Почему, в принципе, и нет. Все. Но если мы, разумеется, упадем в воду с огненным щитом, то мы его потеряем. Если мы перейдем сюда, то у нас камера останавливается. И мы в итоге улетели назад, но, по идее, Соник должен был идти вперед. Хотя, мне кажется, вряд ли бы он вперед смог пойти, потому что там барьер. Ну ладно. Он, наверное, там сейчас идет. Ну все. Так что, кстати, есть дебаг мод. Он по дефолту включен. И вот, здесь получается кнопка G — это получить урон. Если вы получите урон без колец с помощью дебаг мода, то вы не погибнете. Кнопка D — это получается погибнуть. Кнопка F — это выдать 10 колец. Также давайте я добавлю двигающиеся платформы. Их тоже надо добавлять, получается, на слой с твердыми объектами. Чтобы были прям все основные объекты. Давайте мы добавим сюда. И добавим сюда еще этот объект. И добавим его, допустим, сюда. Все. Сейчас запрыгну я на двигающуюся платформу. Кстати, у этой платформы двигающейся тоже поведение есть jump through, то есть которое позволяет запрыгивать на платформу. И по факту, если вы будете снизу прыгать, то вы не будете ударяться. Но это продемонстрировать сейчас не смогу, потому что я их высоко поставил. Ну все. Я рассказал про основы. В следующей части мы уже будем делать полноценный уровень. Ну, я его таким же оставлю, просто его задекорирую, сделаю уже землю, добавлю фон, анимирую фон. И все. А если вам понравилась эта часть, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Также можете написать в комментариях, что вам что вам именно непонятно, чтобы я либо вам в комментариях объяснил, либо снял для этого отдельное видео. Ну а на этом всем удачи, всем пока.